Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у меня будет обзор на мое новое приобретение. Фрезерно-чиповый станок фирмы Tutrees, модель TCC 450. Пришел мне относительно недавно, пару недель назад. Все это время я его активно тестировал, изучал все его плюсы и минусы. Минусы тоже есть, я о них расскажу чуть позже. Это мой первый такой вот серьезный ЧПУ станок, поэтому для меня это было все в новинку. Пришлось узнать много новой информации, посидеть на форумах, разобраться с новыми программами. Вот, но думаю, это того стоило. Если вы подыскиваете компактный ЧПУ станок для вашей мастерской, я думаю, это в принципе неплохой вариант. Надеюсь, мой обзор будет вам интересен, возможно, даже кому-то и полезен. Друзья, хотел сделать небольшое объявление. На своем YouTube-канале я запустил спонсорскую поддержку. И если вам нравятся мои видео, мои работы, и в целом вам нравится мой YouTube-канал, буду вам признателен за посильную помощь в его развитии, и вы можете стать спонсорами моего YouTube-канала. Все это исключительно на добровольных основах, а сумма спонсорства буквально стоимость одной чашки кофе. Вот. Надеюсь, позволит улучшить качество моих видео, покупать новое оборудование, снимать новые обзоры для вас. Надеюсь, видео станут более интересными. Кнопка спонсорства находится внизу под видео. Если есть возможность, если есть желание, буду вам очень признателен. Все, ну а теперь давайте приступим к обзору. Давайте рассмотрим внешний вид станка, что он из себя представляет. Сразу хочу попросить у вас прощения за неприглядный вид рабочего стола. Дело в том, что я взял заготовку, в которой обратная сторона была покрыта маслом. Я думал, что масло уже впиталось, и положил ее на стол. Пока все это дело фрезеровалось, я снимаю заготовку, а у меня часть масла осталась на столе. Поэтому приношу свои извинения. Итак, станок собран у нас на алюминиевых профилях 80×40. Боковые стойки выполнены из алюминия, толщина 6 мм. У нас установлены шаговые двигатели на оси Y и на оси X. У нас идут NEMA 17, на оси Z у нас установлен NEMA 23. Конструкция у станка очень прочная, я бы даже сказал монолитная. Весит станок порядка 20 кг, и в принципе он легко транспортируется в любое удобное для вас место. Рабочее поле составляет 45×45 см, это на 5 см больше, чем у конкурентов. И максимальная обрабатываемая заготовка 8 см. Основание у нас выполнено из двух МДФ панелей, в них установлены вот такие гайки для фиксации зажимов. Но, если честно, сами зажимы мне не очень понравились. Я их планирую заменить на вот что-то наподобие вот этих. Управлять станком можно при помощи сенсорного экрана. Давайте быстренько пробежимся по меню. Тут нам доступно перемещение по осям. Можем обнулить все оси, сделать пробу оси Z. Можем установить шаг перемещения, а также скорость перемещения. Плюс можем запустить двигатель. Также у нас тут доступна позиция, температура и кнопка «Домой». Sculpture. Тут мы можем установить SD-карту, загрузить сюда файлы и уже запускать работу непосредственно с самого сенсорного экрана. В Tools мы можем убрать, во-первых, пищалку, а также можем переключить язык, но тут нам доступен только английский либо китайский, а также можем подключить его к сети Wi-Fi. Так, если мы подключились по Wi-Fi, переходим по IP-адресу, и у нас появляется вот такая вот программа. Тут мы также можем управлять скорость перемещения, дистанция, можем управлять самим перемещением двигателя. Также можем зайти в настройки, выбрать SD-файл, и тут, если бы у нас были файлы, мы могли бы отправить его в работу. Но, если честно, не знаю, насколько это хорошая затея, потому что если вдруг пропадет Wi-Fi соединение, ну, в принципе, у нас вот тут есть автоскролл, явно, если будет у нас идти работа, в принципе, мы сможем увидеть, на какой строчке остановился наш станок, и потом попробовать запустить, опять же, с этой строчки. Вот. Ну, по-моему, это более такая развлекательная функция. У нас есть возможность установить SD-карточку. В комплекте шел вот такой переходник с картой памяти 4 гигабайта, 10 класс. На ней продавец записал все нужные драйверы, программы. И плюс тут также есть инструкция по сборке.
Сборка не заняла у меня много времени, ну, наверное, 1,5-2 часа. Вот, как большой конструктор для взрослых. А еще у нас есть кнопка экстренной остановки. И станок выключается. Чтобы включить станок повторно, нам надо... Отпускаем кнопку, он включается. Станок можно заказать в базовой версии, тогда вы получите вот такой вот моторчик 775. А можно заказать расширенную версию, как это сделал я, и тогда вам придет еще и шпиндель на 500 Вт. Идет шпиндель, вот это вот алюминиевое крепление мотора, и также идет у нас блок питания и управления. В принципе, такие шпиндели продаются на AliExpress, его можно было заказать чуть позже отдельно. Но меня тут подкупило, как они сделали блок питания и управления, сделали к нему добротный корпус. Но корпус был черный и невзрачный, поэтому я его взял, немножко разукрасил своим гравером. Сделал гравировку, также сделал гравировку под вот этот логотип и потом вклеил сюда желтую такую наклеечку. По-моему, смотрится намного интереснее, чем просто черный. Скорость двигателя на 500 Вт мы можем регулировать самостоятельно при помощи этой крутелки. Скорость двигателя 775 у нас регулируется в программе. Шпиндель на 500 Вт работает достаточно тихо, а вот моторчик 775 звучит как назойливый комар. На 3 осях у нас установлены концевые выключатели. Это очень удобно, и в принципе можно не беспокоиться, что станок попытается выйти за пределы вашей рабочей зоны. Также удобно возвращать станок в положение домой. У вас всегда будут одни и те же координаты. Станок у нас передвигается по винтовым направляющим. В принципе, это достаточно бюджетный вариант. Гайки тут установлены подпружиненные. Они предназначены для выборки люфта. Вот, гайки не обслуживаемые, в том плане, что смазку в них закачать мы не сможем, и нам придется смазывать непосредственно сам вал. Я пока что еще не определился со смазкой, какую я буду использовать. То есть, литол, наверное, не вариант использовать, так как она достаточно густая, плюс еще пыль. Это все забьется вот в эти пазы, и потом мотору будет очень сложно его протолкнуть. Наверное, буду использовать какую-нибудь синтетическую смазку, даже хотя бы те же самые ВДшка, либо Валера. Вот, буду вам благодарен, если вы оставите в комментариях, чем вы пользуетесь и как вы смазываете такие направляющие. Понравилось, как производитель продумал расположение проводов. Большая часть проводов у нас спрятана под вот этим декоративным кожухом. Тут у нас есть улитка, по которой протянуты все провода. Они идут вот к двигателю. То есть фактически у нас тут есть провода для ограничителей по оси Z видны, и питание от шпинделя идет. Вот. Все остальные провода у нас скрыты. В комплекте шли вот такие вот заглушки пластиковые. Этими заглушками вот полностью закрыты все вот эти вот пазы. Вот так вот они у нас закрываются. Тут винтики у нас расположены. То есть фактически стружка у вас тут скапливаться не будет. Вот. С этой стороны у нас получается защита от стружки. А с другой стороны эти же заглушки скрывают наши провода. Вот к одному двигателю, ко второму. То есть все провода у вас спрятаны. Нету этих ужасных намоток. Вот. Мне это очень понравилось. Под двумя нашими панелями МДФ расположен еще один алюминиевый профиль, это 20×40, вот, что будет препятствовать какому-либо прогибанию, провисанию этих панелей. Так, а вот так выглядит плата управления, 32-битная MSK DLC 32, версия 2.1. Драйверы уже в пыли, немножко, видите, у меня 2 недельки поработал. Вот, и уже он в пыли. Кулер тоже весь в пыли был. Надо думать, может быть, сеточку какую-нибудь дополнительно попробовать ставить, потому что у меня еще и кошка, и видите, шерсть от кошки тоже активно затягивает. Не хотелось бы ее как-то спалить. Вот.
Также у нас есть еще дополнительный шлейф под лазерный модуль. У продавца отдельно можно еще дозаказать лазер и использовать его как лазерный гравер. Ну что, друзья, основные моменты я вам рассказал, а сейчас расскажу о нюансах, с которыми я столкнулся. Самый главный косяк, который у меня вылез, получается, аппарат поставляется в предсобранном состоянии. Даже продавец заявлял, что он на 70% собран, вам остается докрутить буквально пару узлов, и станок готов к работе. На самом деле вот эта предварительная сборка оказалась не лучшего качества, потому что когда я собрал весь станок, запустил пробную гравировку, запустил простые фигуры, там треугольник, квадрат, круг. Круг у меня выходил вообще там полуовал с какой-то ступенькой непонятной. Я подумал, может быть, проблема в осях Y. Я выгнал, получается, станок полностью назад, выставил по линейке одинаковое расстояние от конца профиля до начала стоек, выставил, думал, все, отлично. Вернулся, начал печатать по новой, получается то же самое. Начал искать дальше, где может быть проблема. Оказалось, что у меня люфтили очень сильно вот этот узел и вот этот узел. Тут у нас установлена на винте гайка с пружиной, которая должна по своей конструкции убирать этот люфт, но она была слабо затянута на своем посадочном месте, и она просто ходила ходуном. Мне пришлось все это дело опять разобрать, затянуть все винты, подкрутить гайки, опять все это собрать. Это, считайте, еще часа 2 я, наверное, убил этого времени. Вот. Было бы намного проще, если бы я сразу достал эти узлы, все это подтянул и уже потом бы собирал. Вот тогда проблем вообще никаких не было. Следующая проблема, с которой я столкнулся, уже касалась непосредственно работы самого станка. Получается, я работал в программе Candle, и эта программа позволяет удаленно запускать эти оба шпинделя. Вот, то есть вы включаете G-код, отправляете фрезер в работу, запускается двигатель, и он уже должен был фрезеровать. Вот. И могло случиться так, что он на старте мог сразу остановиться, мог проработать какое-то время, потом остановиться. То есть программа подвисала, и все. У меня почему-то отключалась мышка, отключался тачпад на ноутбуке. Вот. Я уже пробовал и различные драйвера переустанавливать, и перепрошивал материнскую плату самого уже станка, связывался с продавцом, описывал ему ситуацию, снимал видео. Вот, колдовал над этим станком, куча форумов посидел, прочитал. Вот, для себя я нашел выход отключить вот этот вот дистанционный блок включения двигателя. Получается, я вскрыл блок питания, нашел плату этого управления, отключил ее и просто замкнул напрямую. Теперь у меня получается, я программу запускаю отдельно с ноутбука, а мотор уже включаю непосредственно с блока управления при помощи диммера. С этой проблемой я еще буду разбираться. Возможно, постараюсь чуть позже обновить винду, посмотреть еще, поискать драйвера. Вот. Но пока для себя я нашел такой способ запускать программу отдельно, а мотор включать отдельно. Есть небольшой минус, то что при завершении работы он возвращается домой на базу, но шпиндель при этом не выключается. Если бы они были запараллельны, то есть работа завершается, шпиндель выключается и он возвращается на базу. Все. Так, еще мне не понравилось, как они сделали вот этот жгут проводов. Получается, он заходит за боковую вот эту стойку. Если мы зафиксируем декоративную эту панель защитную, когда будет он ходить по оси Y, этот жгут будет у нас тереться о металлический угол вот этой декоративной накладки. И рано или поздно он прорежет ему провода, и будет беда. Я решил отстегнуть парочку вот этих вот крепежей, вывести жгут проводов подальше. И уже вот тут я их зафиксирую к стяжке. Зафиксируем на 2 стяжечки. Вот, и таким образом он у нас не будет тереться эту боковую декоративную накладку.
Так, что касаемо пылеудаления. Шпиндель не очень пыльный, точнее, как сказать, крыльчатка у него расположена вверху, и она не дует на саму заготовку. То есть получается у нас вся стружка, все опилки, они остаются тут внизу, могут лежать спокойненько, но эти опилки забивают путь для фрезы. Вот, поэтому их как-то надо удалять. Я просто нарисовал вот такую вот простую приблуду, вырезал ее, опять же, на этом же станке. Вот так он у меня будет крепиться. С этой стороны он затягивается гайкой, а сюда одевается шланг от пылесоса. Материал для щетки нашел у дочки, как-то называется фоамин или как-то так, мягкий какой-то вспененный материал. В принципе, мне он понравился. Аккуратненько так все собирает и пыль особо не выпускает. А это мои первые попытки 3D-гравировки. Использовал я программу Easel, загнал туда STL файл. Он сформировал два файла. Первый файл идет для черновой выборки, а второй уже идет для чистовой выборки. Для фрезеровки я использовал вот такие вот фрезы. Фрезы я также заказывал на Алиэкспрессе. Вот такая вот у меня спиральная фреза. Upcut, по-моему, она называется, если я ничего не путаю. Вот. А для чистовой я использовал 1-миллиметровая коническая фреза. Вот. Но если присмотреться, на ней видны, конечно, следы. Ну, опять же, это были первые попытки. Возможно, если поставить шаг чуть поменьше, тут, по-моему, 12% оно стояло, то эти полосы уйдут. Но если использовать фрезу еще меньшего диаметра, я, честно, не представляю, сколько он будет фрезеровать, если вот поставить 0,5 миллиметра. Ну, это совсем прям тонюсенькое. Качество явно будет лучше, но времени уйдет очень много. Вот на эту модель, по-моему, ушло порядка 1,5 часа, наверное, она вот ее вот так вот ходила, выбирала. Ссылку на фрезы я оставлю в описании под видео. Кстати, в комплекте шли вот такие вот тоненькие фрезы, 10 штук. Также еще шла цанга на 6 миллиметров, фреза на 90 градусов и еще одна маленькая тоненькая, ну это фреза сейчас установлена в самом шпинделе, маленькая тоненькая фреза. Все остальное я уже докупал на Алиэкспрессе. Еще вот такая вот прямая фреза. Ну, фреза классная. Пока что до сих пор еще ни одну не обломал. В этом станке мне еще понравилось то, что он как большой конструктор, и он очень легко поддается различным улучшениям. То есть, к примеру, вот у меня сейчас стоит шпиндель на 500 Вт, да? На Алиэкспрессе продаются вот такие алюминиевые крепления для кромочного фрезера. Вот мой кромочный фрезер Mindley на 800 Вт. Я заказал крепление, поставил сюда свой кромочник, вот уже первое улучшение. Либо я в принципе могу заказать там 1,5-2 киловатта шпиндель с водным охлаждением поставить сюда. То же самое касается рабочего поля. Сейчас рабочее поле у меня 45 на 45 сантиметров. К примеру, я приехал в гараж, там открыл свою мастерскую, да, захотел увеличить это поле. На Алиэкспрессе точно так же продаются вот такие алюминиевые профили. Вот, нам надо будет заменить этот профиль, также, допустим, 3 профиля снизу, сделать рабочий стол, заменить шпиндель, улитку, ну, распаять провода. Но это все дело техники, то есть никакой сложности тут нет. Вот, и уже, в принципе, вы можете проапгрейдить этот станок под ваши нужды. Ну что, друзья, вот такое видео у меня получилось. Надеюсь, я вас не утомил своей болтовней. Я, в принципе, рад, что у меня появился такой станок в моей хоббийной мастерской. С его появлением мне открываются новые возможности, новые перспективы. Буду пробовать работы, на которые я ранее не осмеливался, так как боялся, что точность у меня будет страдать. Вот, надеюсь, с его появлением у меня, скажем так, откроется второе дыхание
в моих работах, так как в какой-то момент я уже начал ощущать свой потолок. Вот, буду его сейчас активно тестировать, делиться с вами новыми видео. Понятно, что это никакая не панацея и какой-то там священный грааль, который сможет заменить все инструменты вашей мастерской. Вот, но в принципе свой фронт работы этот станок у меня определенно найдет. Так, друзья, что касаемо ссылок, все ссылки я прикреплю в описании под видео, либо в первом закрепленном комментарии. Если вас что-то вдруг заинтересовало, можете перейти и ознакомиться. Кстати, еще такой момент. Сам этот станок я заказывал на Алиэкспрессе, была бесплатная доставка в Беларусь, и таможня, в принципе, с меня ничего не взяла, он входил в таможенный лимит, там сколько у нас, до 1000 евро было. Вот. Плюс при общении с продавцом я ему сказал, что у меня есть YouTube-канал, я планирую выпустить обзор на ваш станок в качестве извинения за то, что у меня вот тут вот возникли эти косяки, то, что я вам уже рассказывал. Продавец предложил прикрепить купон со скидки на $50, но это будет при заказе с их официального сайта. То есть я оставлю ссылку на Алиэкспресс, вот, там была бесплатная доставка, и оставлю купон со ссылкой на их официальный сайт. Вот. Если вам будет вдруг интересно, можете перейти, ознакомиться, ну и посмотреть, что к чему. Ну что, друзья, буду заканчивать свой обзор. Надеюсь, он был для вас полезным. Если да, с вас лайк, подписка на канал, комментарий в поддержку. Ну а с вами увидимся в новых роликах. Всем спасибо за внимание. Всем пока.